Сегодня вот вышел новый трейлер GTA 6, да, вот, то есть трейлер для трейлера. И хотелось бы обсудить, конечно, инсайды, которые не подтвердились временем. То есть то, что мы увидели в этом трейлере, не подтвердило инсайды, которые мы видели 2-3 года, может 4 года назад. То есть вот интересно вот посмотреть такую вот капсулу времени, да, вот как говорят у нас в народе, капсулу в это времени посмотреть. Давайте же начнем сегодня это сделать. Я буду ссылаться во всем просто на инсайдеров, да, у меня есть точная информация на все. Опять же, я не обманываю никого. Я прикреплю 2 видео на ютубе, вы сможете их посмотреть, там по 10 минут не идут, очень короткие. Они вот 2-3-летней давности, 2-летней давности или 4-летней давности, да, опять же. И там сказаны все инсайды, которые были популярны на тот момент. И давайте же начнем с первого. Этот момент я уже записываю на этапе монтажа. На самом деле стоило вот сказать то, что все эти вот инсайды были собраны из Твиттера, он же X, да, вот, то есть из той социальной сети это было все собрано. То есть поэтому я не думаю, что автор вот что-то сам придумывал, это все из Твиттера бралось. В любом случае, вот напишите автору, он в комментариях вам 100% ответит на все вопросы. Да, то есть первое видео, опять же, будет прикрепленных. Это именно то видео, на которое я реагирую. Там будет всего 2 видео, потому что я сделаю еще вторую часть с разборов инсайдов. То есть я надеюсь, это будет очень полезно для вас. Опять же, это капсула времени. Это очень сильно интересно. И я думаю, вам в любом случае понравится. Я очень старался для поиска видео. Например, утверждалось то, что Rockstar изобрели технологии, чтобы играть по Bluetooth и AirDrop, да, то есть якобы у нас есть, представьте, вот человек сидит в комнате, да, у него компьютер, у него адаптер от Bluetooth, который передает информацию на другие телефоны, из других телефонов на другие телефоны передается, и так до серверов Rockstar. Мне вот просто интересно, как оно работает через океан, хотя, наверное, где-то на европейские, да, вот дата-центры это будет передаваться, но я не знаю точно, то есть это просто так утверждается. Опять же, это не я придумываю. На самом деле у этой штуки была изначально проблематика, то есть как будут храниться данные, в том плане, что как зашифровать эти данные на устройстве, вот через что, каким образом, будет ли пользователь соглашаться на это вообще непонятно, то есть это темный лес. Ну, то есть вот утверждалось, что в GTA 6 можно будет, то есть GTA 6 онлайн можно будет играть через Bluetooth вот на Windows, то есть, да, или на AirDrop, да, вот извините, на macOS, то есть это когда MacBook, да, Mac Pro там еще есть, что такое, то есть компьютер будет подключаться к телефону прохожих на улице, чтобы передавать данные до серверов Rockstar, да, или Bluetooth Gaming, то есть опять на Windows, что игра будет передавать сигналы управления через прохожих, а вместо загрузки полноценных игровых ассетов вы будете скачивать триллионы фотографий, которые имитируют игровой процесс. Это вот цитата вот просто из того видео. Это я попросил нейросеть от Gemini, да, вот для YouTube, описать вот что было сказано, вот чтобы удобный тезис такой вот тут перевести. Также там есть вот такой инсайт, то что по словам автора, да, вот движок игры позволяет виртуально разгонять разрешение экрана до 8000 пикселей в ширину и выше на слабых мониторах, да, то есть у вас слабый монитор и хоп, вы можете повысить разрешение, да. Там описывалась какая-то технология, опять же, посмотрите эти видео, там будет все подробно сказано. То есть оно будет разгоняться. Непонятно, как это будет работать, то есть каким образом можно увеличить физическое разрешение экрана. Это, ну, нереально просто. Хотя это возможно, нет ничего невозможного. То есть утверждалось, что Rockstar заставит ваш компьютер отдавать часть своей мощности для нужд других игроков с более слабым ПК, да, вот, то есть это тоже, то есть не сильно понятный инсайт. Будет ли соглашаться пользователи в политике конфиденциальности? Я ничего не утверждаю, да, вот это просто вот по словам гайда я объясняю. И вот, наверное, третий на сегодня финальный будет разбор, потому что это на одно видео, вот все разбор. Там я 2 видео прикреплю, но это обзор на одно видео только. То есть по поводу размера карты сообщалось, что карта будет в 10-15 раз больше, чем та, что обсуждали в текущих утечках на тот период, да, то есть на тот период те утечки были, это вот реальная карта GTA Online сейчас. То есть GTA 6 онлайн. То есть та карта, которую тогда обсуждали в утечках, это вот сейчасшняя карта GTA 6. То есть представьте, вот в 10-15 раз больше. То есть предполагалось в тех утечках, о которых говорил тот автор, что будет, то есть такого вот размера карта, да. И сейчас был такой вот инсайдик, да, то есть там вот такие вот коробки с инсайдами, знаете, ключ значения. То есть утверждалось, что карта вся будет создана с помощью сканирования реальных объектов по всему миру, да. То есть это не впервые
впервые, везде так и делают, окей. И самое интересное, что вес игры якобы составит от 500 до 1 терабайта памяти, да, будет занимать. Это просто немыслимо, на самом деле. То, что... И еще там вот последний вот тезис был, то, что Rockstar отсканировала лица более 300 миллионов людей по всему миру, включая Индию, США, Венесуэлу и Казахстан. Я тут я сейчас читаю. То есть вот эти вот страны были задействованы для создания 200 миллионов уникальных NPC. Да, то есть больше человек отсканировал, наверное, каких-то отметли, да, которые не подходят под стилистику GTA. И все. То есть у нас вот такие вот... То есть давайте подытожим. Большинство утверждений в ролике, да, вот особенно касающиеся использования смартфонов прохожих для передачи игрового сигнала или масштабов сканирования лиц, да, вот. То есть это противоречит законам физики, сетевым технологиям и здравому смыслу вообще, да, вот. На текущий момент официальные данные от Rockstar Games говорят о гораздо приземленных, да, вот характеристиках и технологиях. То есть буквально ни одна игра сейчас не достигла того, чтобы Bluetooth гейминг делать, да, хотя это на самом деле это технология будущего, вот по правде, да, вот поистине, да, воистину это технология будущего, потому что вдруг интернета нету, как играть, да, вот, хотя у всех есть, но потом кто знает, типа закончится Wi-Fi на планете, ну, каким образом можно будет играть, то есть через Bluetooth разве что, потому что Bluetooth это буквально нормальная технология, то есть ты раздаешь сигнал, другой человек получает его, все, это очень быстро происходит, особенно по airdrop'у, там еще лучше технология, как я понимаю, намного быстрее, и это будет намного лучше. И опять же, наверное, люди сюда вот перемотали, да, вот хочется вот всех предупредить, что это на самом деле просто цитирование автора, то есть я не утверждаю тут никакие вещи, да, вот автор там сам вот, у него там в видео все сказано, пусть вот он вот все и говорит, правильно же? Опять же, посмотрите, я прикрепил ролики, вы в любой момент можете их посмотреть. Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что очень старался, чтобы найти такие вот тезисы, которые утверждались в то время. Я надеюсь, вам было очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это поспособствует выходу следующего ролика.